Добрый вечер. Всем привет из солнечной Норвегии. Сегодня мы поговорим о 7 самых важных, самых полезных значениях королей придворных арканов Таро. Короли в картах Таро представляют собой высшую степень мастерства и авторитета своей масти в управлении своей стихией. Они зрелые, влиятельные фигуры, полностью владеющие своей стихией. Это управление, лидерство, контроль над ситуацией. Они способны направлять, они умеют структурировать. Чаще всего король в Таро — это либо опытный мужчина, либо аспект личности, может быть и женской личности, связанный с мужской энергией, то есть действие, логика, стабильность, вдохновение. Эти карты отвечают за завершение цикла, за достижение цели, основанной на качествах этой самой масти. Ну и коротко, для тех, кто первый раз на этом канале. Меня зовут Пан Роман, я интересуюсь картами Таро уже 25 лет. 14 лет из них я практикую как консультирующий таролог, и последние 5 лет я преподаю профессионально в своей школе Таро. Добро пожаловать на наш канал. Этот эфир — часть большого плейлиста «7 значений Таро». И если вам эта тема интересна и вы хотите продолжения подобных видео, ставьте лайк, дайте мне знать в комментариях, какие еще темы вам интересны. А мы сейчас говорим о королях. Это завершающая лекция этого цикла. Напомню, что все лекции вам доступны в плейлисте, который называется «7 значений Таро». Начнем мы традиционно с короля Пентаклей. Король Пентаклей чаще всего воплощает собой материальный успех, стабильность физическую, физиологическую, материальную, финансовую, надежность и практичность, которая в принципе и является собой стихию Земли. Он является мастером в вопросах финансов, бизнеса и управления ресурсами. Он способен создавать, он способен поддерживать изобилие. В общем и целом, одно из основных значений карты, придворной карты Король Пентаклей — это материальный успех, это достаток. Чаще всего карта символизирует собой делового человека, который является успешным предпринимателем, достигает определенного успеха, демонстрирует этот успех. Для него этот успех важнее всего. Можно сказать, что он живет своим делом, чем бы это дело ни являлось. Семья, семья, бизнес, бизнес, наука, наука. Предпринимательство там, либо что-то еще, он добивается своей цели скрупулезно, методично, просто потому что он знает, как надо делать, как достигать успеха, как достигать определенных целей. Он хозяйственный мужчина, который с достигнутой целью знает, что по итогу делать. Это не просто процесс, которым ты идешь, чтобы что-то получить. Это понимание того, что ты впоследствии с тем, что ты получишь, будешь делать, как ты его применишь, как ты его используешь, как ты им распорядишься. Это прагматичность в максимальном своем проявлении. Если пажи, рыцари и королевы отображали собой разные степени вот этой прагматичности, паж только учился, да, быть прагматичным, пробовать, достигать там какого-то предсказуемого результата. Рыцарь работал уже этим результатом и пытался его как-то включить в постоянную работу. Королева получала нужный результат и распоряжалась им по мере и степени возможности, то король делает все, что хочет. Какой ему результат нужен, такой он чаще всего и получает, потому что он умеет рассчитывать, он умеет распоряжаться, он, как правило, это тот идеал кормильца, главы семьи, к которому чаще всего стремятся, собственно, женщины, если ищут себе мужчин. Это глава семьи в традиционном смысле слова, хозяин. Можно сказать, чем-то эта карта похожа на императора, но в своем земном, прагматичном, скажем так, реалистичном концепте. Негатив тут тоже присутствует. Как любой хозяин, он стремится к сохранению того, что есть, а не к развитию в какое-то будущее. К развитию стремятся все пажи. Королям развиваться особо не надо, у них уже есть все, что им нужно. Именно поэтому все короли, и в частности король Пентаклей, консерваторы. Это скорее традиционные ценности. Это понимание того, что если хочешь что-то получить, сделай так, как ты делал раньше, и у тебя все получится. Это максимальный опыт,
который начинает говорить за человека и потихонечку может вытеснять его личность. Таким образом, как негатив, король Пентаклей может говорить о нежелании реализовывать какое-то движение в дальнейшем, о застое, о нежелании изменений. И в этом плане успех как раз и является собой нежелание изменений, потому что если ты добился успеха, ты не хочешь менять ситуацию, ты не хочешь менять успешную ситуацию. В этом и есть основная проблема короля. Он вроде бы является доминирующей фигурой в ситуации, но определенного рода он зависим уже от самой ситуации. Он потихонечку начинает становиться следующим пажом. Это уже скорее идеи для более глубокого плейлиста, либо для какого-то более серьезного курса обучения. Напомню, что я приглашаю всех на обучение к себе в школу. Сейчас мы с вами проходим курс «Грамматика Таро». Это курс, который состоит из порядка 70 практических раскладов, абсолютно реальных раскладов, которые я проходил за последние годы и является собой очень полезный набор информации практической, которая может быть полезна всем, кто хочет лучше понять карты Таро. В этом плейлисте мы с вами продолжаем разбираться с особенностями придворных карт. И вот тут вопросики уже есть у нас в чате. Способен ли король Пентаклей заботиться о членах своей бывшей семьи, если, например, мужчина второй раз женат? Если это действительно прямой король, да, то есть положительный, правильный, такой, каким он должен быть, конечно, может. Более того, он должен. Он понимает, что он ответственен. Что если он однажды был хозяином какой-то семьи, он будет оставаться хозяином этой семьи на протяжении всей своей жизни. Просто обстоятельства могут сложиться таким образом, что он живет уже с другой семьей. Вот. То есть это тот, кто накапливает. И в негативе же он то же самое, но и накапливает ответственность за все то, что он сделал. Это человек-творец, созидатель чего-то материального. Он не может сказать, что мало ли, что я там родил ребенка, да, мало ли, что я был отцом. Вот мы развелись, все, я вас знать не хочу. Нет, король Пентаклей чувствует причастность к ситуации, к которой он однажды был причастен. Однако минус короля Пентаклей в том, что он сам себе хозяин. То есть, если захочет, он будет хозяином. Не захочет, он скажет, не мое дело. В чатике спрашивают, снова традиционный вопрос, в чем принципиальное отличие императора от короля Пентаклей? В том, что император, он хозяин по всем стихиям. Он является хозяином и материальной составляющей, и информационной, и эмоциональной. Он ограничивает, как император, он создает законы и для эмоционального плана. То есть король Пентаклей ли, мечей ли, кубков ли, он является только частью императора. Император — это идеальный образ всех королей сразу. Это идеальный образ мужского поведения, скажем так. Хранитель, творец, защитник, да, и глава семьи, создатель правил, создатель законов, по которым живет вся семья, потому что, он является главным, он является защитником. Эту роль может выполнять как мужчина, так и женщина, но роль главы семьи обязательно должна присутствовать в воспитании любого человека. Короли, они говорят только о каком-то определенном аспекте личности человека. Император говорит в целом о мужественности, в целом о принятии на себя ответственности за всю ситуацию. Каждый король берет на себя часть ситуации, император берет на себя ответственность за всю ситуацию. Тогда что насчет огня в короле Пентаклей? А при чем тут огонь в короле Пентаклей? В короле Пентаклей земля. Еще раз. Когда выпадает король какой-то масти, он отвечает за свою масть. Король Пентаклей отвечает за землю. Король огня отвечает, король жезлов отвечает за огонь. Сейчас мы о нем, кстати, и будем говорить. Что насчет огня? Что насчет огня, это что насчет жезлов, что насчет короля жезлов. А вот король жезлов, он символизирует собой лидерство,
вдохновение, харизму и предпринимательский дух. Он является прирожденным руководителем. Если Пентакль — это хозяйствование, если король Пентаклей — это хозяин, то король жезлов — это лидер, это начальник. Он ведет за собой. Руководитель, который полон энтузиазма и способен воплощать масштабные проекты в жизнь. Это тот, кто говорит: ребята, мы все вместе соберемся, мы сила, да, если мы захотим, мы там всех наших конкурентов в пыль сотрем. Это лидер, авторитет, это властный мужчина, это мужчина, который открыто, явно и искренне декларирует свои желания. Более того, он делает это таким определенным способом, что все другие начинают хотеть того же, что хочет король жезлов. Если он этого хочет, если он это позволяет. Он может просто показывать свое желание, а может показывать свое желание так, что все другие преисполняются его духом и тоже с выпущенными глазами бегут в атаку следом за ним. Почему они бегут в атаку следом за ним? Потому что они уверены, что он добьется своего, потому что он амбициозен, предпринимателен, у него получается то, что он хочет, он демонстрирует свое желание и демонстрирует достижение этого желания, а не просто результат. Он уверен в себе, он харизматичен, харизматичный человек. Это в первую очередь человек, умеющий так заявить о своем желании, что все другие хотят его слушать. Он энтузиаст, он говорит о том, что будет, он говорит о том, чего хочет он, об этом же хотят мечтать и все другие. Он оптимист. Он говорит о чем-то хорошем, потому что желание — это то, чего вы хотите, это по умолчанию что-то хорошее. Король жезлов говорит так, что вы понимаете, что его желание по умолчанию хорошее, правильное. Это политик, если говорить нашим современным языком, за которым идут люди. Потому что он является символом желаний всех людей в этой ситуации. Это мужчина, который фокусируется на своих желаниях. Это проявление мужественности в самом ярком его аспекте. Мужчина говорит: я хочу, I have a dream, у меня есть мечта, я достигну, я вот буду, да. И все тоже, глядя на него, говорят: я тоже хочу, я тоже так могу, я тоже постараюсь. Потому что вот человек же показывает. Он вдохновляет других людей достигать свои желания. Это лидер мнений, инфлюенсер, можно сказать так. Обязательно ли он положителен? Ну, все зависит от того, есть ли у него усики и умение жестикулировать и говорить о том, что там превыше всего и всякое такое, да? Вы поняли, о ком я говорю. Любой политик, который ведет за собой, это король жезлов. Но если он ведет к чему-то благородному, он положительный король жезлов. Если же он ведет людей за собой на войну, на что-нибудь такое вот, да, он будет, конечно, подавать это под соусом очень правильных желаний. И люди будут за ним идти, потому что это лидер мнений. Негатив по лидеру мнения, он не считается с чужими мнениями, он не считается с чужими желаниями. Он высокомерен, он самодоволен, он думает только о своих желаниях, если речь идет о негативном короле жезлов. Он говорит: да мне плевать, что они там хотят. Да? И женщины смотрят на него, думают: о боже, он так уверен в себе, что ему плевать на то, что хотят все другие. С какой-то стороны это, конечно, интересно, но с какой-то стороны, если ты любишь, умеешь договариваться, то ты понимаешь, что это как бы может быть и не очень позитивно. Вот такие дела. А король жезлов — это не паж пентаклей. И если предположить, что развитие идет от огня до земли, то есть желание становится попыткой материализовать его. Ну, если рассматривать очень все сложно, то там потихонечку идет развитие по той системе, которой вы привержены. Мы в данном цикле видео говорим о линейном порядке. Да? Вот паж, рыцарь, королева, король. Чтобы не усложнять. Цикл 7 главных желаний, 7 главных значений карты Таро, да, он как раз и состоит в том, чтобы коротко, емко дать основу, смысл. Трамп король жезлов, если образно и просто. Ну, что-то в этом плане. В принципе, любой политик король жезлов, как я уже сказал. Черчилль в свое время был таким
политикам. Он так сказал, что мне плевать, что вы хотите. Вам придется там потом и кровью там завоевывать свою свободу и прочее, прочее. И нечего вам предложить, кроме там... То есть все люди понимают, ну раз он так сказал, значит этого надо хотеть. Вот. Переход между стихиями, я вижу в чатике задают вопрос по поводу перехода там из одной стихии в другую. Об этом мы будем говорить в других видео, если, конечно, эта тема интересна. Так, вот Екатерина пишет, сходите на обучение, там все и выясните. Да, поддерживаю предыдущего оратора. Толковый совет. Толковый совет. На обучении можно будет задавать неограниченное количество вопросов. Король мечей. Здесь мы с вами ограничены таймингом видео, да? Король мечей символизирует. Что же символизирует собой король мечей? Это высший интеллект, это логика в максимуме его проявления, это авторитет и, не побоюсь этого слова, какая-то объективная справедливость даже, да, по убеждениям этого самого короля мечей. Король мечей является мастером мысли. Он способен принимать взвешенные, разумные, логичные решения, быть судьей, да, видеть обе стороны конфликта, быть лидером в интеллектуальных спорах. Не просто там в проявлении своих желаний, не просто в хозяйствовании, да, над чем-то реальным, материальным, физическим, а именно в интеллектуальных вопросах, в логичных, в разумных. Он проницателен, но он может быть холоден, строг и отстранен, потому что так требует его стихия. Логика всегда требует отсечения себя от эмоций. Интеллектуал, уверенный логик. Об этом обычно у нас говорит король мечей, если мы хотим понять его характер. Чаще всего он строго интеллектуален и уверен в своих, скажем так, решениях. Не обязательно он действительно умен, но, по крайней мере, негативный король мечей, он, скажем так, чрезмерно давит. Но об этом мы будем говорить чуть-чуть позже. Но в общем и целом, как любой король, он явный авторитет своей стихии. То есть он беспристрастен, потому что он знает всю объективную информацию по поводу того, по тому поводу, о котором идет речь. Это эксперт, это лидер в информационной среде. Это лидер не столько мнений, сколько человек, который знает больше всех. Это заставляет его как бы определенным образом, он сам приходит к тому, что приходится проявлять самодисциплину. Холодность — это умение отстраниться от своих эмоций и дисциплинированно делать то, что положено. Человек долго. Надо, значит надо. Да? Страшно, там жутко, холодно, жалко, обидно. Нет, надо делать, потому что ты как бы должен делать то, что ты должен. Должна быть прямая линия, да, отход от которой свидетельствует о неправильности. Поэтому ты должен делать только то, что правильно. Поэтому прямота, честность, поэтому цинизм в определенном роде, в определенной мере, когда слишком много эмоций человек отрезает, теряет эмпатичность, это негативная сторона короля мечей. Он говорит то, что должен, невзирая на то, какие эмоции вызывают его слова. В этом он очень похож на королеву мечей, о которой мы говорили в прошлом видео. Однако тут он может это себе позволить. Никаких последствий за это он не понесет. Он может говорить все, что он думает, все, что он хочет думать, просто потому. И на самом деле, да, большинство его выражений, большинство его мнений будет действительно совпадать с реальностью. В положительном смысле это человек, который ответственен за принятие решений. Он не просто там стимулирует к проявлению желания, он не просто там показывает эмоцию, он не просто хозяйствует. Он решает, что правильно, а что неправильно. Он принимает решение, как именно действовать и себе, и другим. В негативе это может проявляться в деспотизме, в авторитарии, да, и как бы и впрочем злоупотреблении силой, властью, возможностью делать то, что ты считаешь правильным. Это управленец.
если мы говорим о какой-то прагматике раскладов, это силовик, это властный человек, который с одной стороны делает так, как он считает правильным для других людей, а с другой стороны, в первую очередь, это его мнение, как должно быть правильно. Если ситуация с ним не согласна, ну что ж поделать, трудно, как говорится, да. Я тут власть, поэтому я решаю, как должно быть правильно. И дай бог, чтобы как бы силовик действительно был прав, а не однобоко смотрел на ситуацию. Но чаще всего такие люди действительно смотрят на ситуацию объективно, и это очень часто дает им возможность действовать так, как им хочется. Вот такие дела. Король мечей показался мне похожим на короля жезлов. В чем их отличие как королей, как политиков? Король мечей будет давить, рубить, будет жестким. Ну, смотрите, король мечей, в отличие от короля жезлов, он действует логично. Король жезлов действует, опираясь на желания других людей. Король жезлов говорит часто то, что другие люди хотят слышать, но так, как он это хочет перекрутить. Да? Можно сказать, что он такой чем-то похож на дьявола, да? Король жезлов. А король мечей, он не скрывает своих желаний, он просто говорит, вот так вот будет и все. Кто не согласен, да, мы дискутировать не будем. У нас тут выборов не будет. Понимаете? Король жезлов это политик, король мечей это даже не политический деятель, это управленец, это глава, это военный. Понимаете? Военный захватывает власть в стране силой. Ну, если происходят какие-то революции, военная власть берут силы, потому что они должны, потому что они видят, что политики как бы все привели страну к краху. Поэтому часто в странах, где политики зафейлили, да, потерпели фиаско, к власти приходят военные, смещают политиков, потому что они должны. И потом правильный король мечей, правильный военный деятель, он должен уступить трон, да, вот свежеизбранному того, кого все хотят видеть на этом троне. То есть нового короля жезлов. Ну, в наших реалиях, да, в политических реалиях. Раньше в средневековых реалиях, кто захватил силой власть, тот и был властью. Да, вот тот самый король мечей, хозяин, король. Король жезлов это политик. Да, его избирают, все его хотят видеть. Он не захватывает власть, он как бы воздействует на желания людей, и люди приводят его к трону. Как-то так. Ну вот, король мечей это правительство диктатор уже после того, как утвердился на троне. Фишка в том, что король мечей делает то, что он понимает правильным. Если если хунта решила, что правильно будет сидеть дальше, она будет сидеть дальше. Но правильный военный будет действовать по долгу чести. Позитивный, логичный, правильный король мечей вовремя передаст власть там какому-нибудь переходному правительству, которое уже будет отвечать там за выборы и прочее, прочее. Ну, если речь идет о какой-то условной демократии, скажем так. Вот, как-то так. Вот такие дела, пироги. Окей, добренько. Собственно, на этом мы с вами о короле мечей закончим говорить. И у нас с вами еще король кубков. Я чуть не закончил преждевременно видео, ну, забыл самое интересное. Король кубков. Это воплощение эмоциональной зрелости, эмоциональной мудрости. Это не то, что должно, это то, что ты чувствуешь. Даже если не должен чувствовать. Это мудрость, сострадание, контроль над чувствами. В первую очередь контроль над чувствами. Это осознавание своих эмоций. Он способен быть опорой для других, оказывать поддержку, защиту. Он предлагает эмоциональную поддержку. Он предлагает понимание, оставаясь при этом уравновешенным. Ну, в идеале. А в негативе он часто добрый, да, но не очень умный хозяин положения, да. Вот. Если говорить о короле кубков, то как положительное значение, это, конечно, эмоциональная мудрость, да, которая где-то в каком-то аспекте заменяет логику, заменяет ум.
Самообладание, прошу прощения за очередную опечатку, это выглядит не очень профессионально, но я как-то так на ходу лепил презентацию просто потому, что чуть сроки проваливал. Вот. Сложно порой бывает очень четко оформить свои мысли в голове. Это мужчина-эмпат, он интуитивен и этим силен. То есть он почувствует вас, даже если вы не захотите. Даже если он не захочет, он вас все равно почувствует. Даже если вы будете все правильно говорить, скрывая там какие-то свои эмоции, он все равно эти эмоции почувствует, забросит крючок с наживкой, вытащит эти ваши эмоции, препарирует и скажет: ну разве так можно? Ну что ж ты так, да? Ну вот. Это очень часто способствует духовному руководству. Вот это умение в эмпатии, умение вытащить чужие эмоции наружу на всеобщее обозрение, ну, в первую очередь, в правильном варианте для обозрения самому, скажем так, препарируемому. Это помощь в исцелении, это духовное руководство, это советы, которые он может давать, потому что чувствует, что это действительно правильные советы. Это врач, который лечит людей не ради заработка, а потому что ему действительно невозможно смотреть на страдания людей. Да? То же самое речь идет и о королеве, и о всех кубковых. Это миротворец, нежели силовик. Это человек, который пытается договориться со всеми, а не свергнуть власть. Это человек, который приходит к власти, потому что он талантливый переговорщик. Он договаривается со всеми, он устраивает всех. Он всем нравится, потому что он действительно открыто, явно показывает положительные эмоции, которые он должен показывать. Это надежный партнер, это любящий муж, который всегда стремится прийти к согласию, всегда готов поговорить, всегда готов выслушать, всегда готов поддержать. Именно этим и занимает лидерствующие позиции в семье, в коллективе. Это душа компании, можно сказать так. В негативе управление эмоциями очень часто, скажем так, тянет человека к искушению проманипулировать другими людьми. Конечно, мы манипулируем другими людьми во благо. Ну, как нам кажется. Но если мы ошибаемся, если этой мудрости все-таки для прямого короля не хватает, а он начинает злоупотреблять своими возможностями к эмпатии, да, то это те самые ловеласы, которые могут так в душу влезть без мыла, да, что вы потом фиг их оттуда выгоните там веником поганым, понимаете? Это люди, которые умеют манипулировать, сами порой вовлекаясь в этот процесс и сами порой забывают о том, что они там как-то так воздействуют на другого человека. В общем и целом, король кубков является собой эмоциональное воздействие на другого человека, которое происходит по собственному выбору. Вот захотелось вам как-то свои эмоции повлиять на другого человека. Улыбнуться ему, вы уже включаете короля кубков. Вы пытаетесь заставить другого человека тоже улыбнуться вам. Не всегда это работает так, как хотелось бы, потому что эмоции, они не так прямолинейны, как логика. Более того, они размыты, они туманные, у них нет четких границ, поэтому полагаться вот в воздействии на другого человека, на ситуацию, короли кубков могут только, ну, скажем так, интуитивно. Авось повезет. Королю кубков везет гораздо чаще, чем всем другим, скажем так. Это люди с хорошо прокачанной интуицией, с высокой духовностью, с умением чувствовать ситуацию, с умением угадывать. И порой, как я уже сказал, умение угадывать выходит на передний план, подавляя вот этим умением какую-то логику, какой-то разумный просчет. Порой и прагматику, порой и даже желание. Вот такие дела. Так что, с одной стороны, да, это крайне интересные личности, с другой стороны, не всегда они могут пояснить правильность своих действий, потому что, ну вот, им так кажется. В чатике пишут, король кубков управляет за счет того, что управляет чужими эмоциями и даже чувствами. В первую очередь, ну, эмоции есть чувства в общем и целом. Не желаниями, не силой, не твердой рукой, а эмпатией.
Абсолютно верно. Это тот, кто соглашается, но соглашается так, что заводит человека туда, куда ему нужно. Хороший врач не будет на вас давить. Он будет с вами соглашаться. Помните, как в этом? Да-да-да, конечно. И Наполеона, и знаете, как в этом, в «Операция И» и другие приключения Шурика, да? Конечно, конечно, да-да-да, все вам выделим, мы там это и отдельную палату, да, все. Все, да, конечно. Вот это и есть король кубков. Вот такие дела. А император сочетает все типы правления? Да, абсолютно верно. Император сочетает все типы правления. Когда стоит включать короля кубков? В каких ситуациях он уместен? В тех ситуациях, в которых логика не работает, когда вы понимаете, что желания могут не совпадать с реалиями, и когда это может быть недостаточно очевидно в прагматичном плане. Не всегда выгодно. Короля кубков надо включать там, где вы чувствуете, что его надо включать. Объяснить это логично очень-очень сложно. Там, где вас не хотят понимать, да, нужно включать умение согласиться, сказать, да-да-да, конечно, я полностью с вами согласен. Да, и задать какой-нибудь вопрос, который не подразумевает, скажем так, несогласие. Да-да-да, я с вами согласен. Более того, вот вы же разумный человек, вы же меня понимаете. И прочее, прочее. Смотришь, человек в самом деле тебя начинает понимать. Хотя ты с ним не спорил. Ты с ним вроде бы соглашался. И он как бы с тобой согласен, и ты ему аккуратно можешь уже дать ту эмоцию, которую ты считаешь правильной. В какие моменты лучше включать жезлы? В чем власть короля Пентаклей? Может ли король Пентаклей быть коррупционером? Коррупция — это испорченность. Это, в принципе, свойство не столько стихии, сколько нашего мира. Коррупция — это скорее по дьяволу, либо по башне, что-то в этом роде. Ну, если система, то это башня. Если это желание человека, то это скорее этот самый дьявол. Но коррупция присуща в большей мере людям, которые хотят что-то сделать. Коррупция, допустим, в плане финансов — это король Пентаклей, либо в целом стихия Пентаклей. Коррупция, потому что ты связан с социумом, да, потому что все так делают, это король жезлов, либо там жезлы в целом. Коррупция, потому что, как бы, ну, тебя заставили, да, тебе сказали, иначе, как бы, мы тебя посадим или еще что-нибудь такое, да, когда тебя заставляют участвовать в коррупционной схеме, это скорее мечи. Вот. Ну, а кубки это, ну, сложно сказать. Тут не то чтобы коррупция, тут малодушие, слабоволие может играть, как невозможность, ну, страх часто идет по негативу короля кубков. А какие принципиальные отличия короля от рыцаря кубков в отношениях? Ну, во-первых, рыцарь кубков, он отчетливо понимает, что ему светит, и пытается добиться чего-то большего. Король не пытается добиться, он ставит в известность. А ну, скорее любите нас, вам сильно повезло. Понимаете? Король кубков управляет ситуацией и делает то, что он хочет. Рыцарь кубков делает то, что приятно королеве кубков. А королева кубков может сделать себе приятное с помощью рыцаря кубков. А у пажа вообще никто ничего не спрашивает, он любит так, как положено. Вот и все. Вот такие дела, такие пироги. Вот такой у нас получился с вами плейлист. Предлагайте в комментариях, какие еще темы двигать, потому как есть у меня еще несколько интересных вариантов, но как бы хотелось бы, конечно, услышать мнение зрителей. Рад был вас сегодня всех видеть. Увидимся на следующей неделе. Всем счастливо, всем до новых волшебных встреч. До свидания всем.